Привет, друзья! Неожиданный поворот в Берлине. Один из самых влиятельных политиков Германии лично выходит на защиту спорного газопровода. Почему он решился на это именно сейчас? Почему перед комиссией Бундестага? И какие решения он считает важными для будущего Германии? Речь идет о периоде, который до сих пор вызывает споры и может повлиять на новые приоритеты Германии в энергетике. Кто несет ответственность за ключевые решения прошлого и зачем эти вопросы поднимаются сегодня? Шрёдер выразил готовность лично выступить перед парламентской комиссией, расследующей энергетическую политику прошлого десятилетия. Он утверждает, что действовал в интересах страны и теперь хочет объяснить каждое свое решение. Эта новость вызвала резонанс в политических кругах. Политики требуют сегодня прямых ответов о его роли, мотивах, контактах и о том, насколько Северный поток-2 действительно был нужен Германии. Все это, по мнению критиков, привело к энергетической зависимости, и теперь политики ищут, кто принимал ключевые решения. Сам Шрёдер утверждает, что действовал в интересах Германии и хочет внести ясность. Но скептики считают, это попытка защитить собственную репутацию и отвлечь внимание от главных решений, принятых в те годы. А теперь перейдем к огромным деньгам и финансам. Европейская комиссия под руководством всем вам знакомой Урсулы фон дер Ляйен представила по-настоящему амбициозный план. Бюджет Европейского Союза на 2028-2023 годы. 2 триллиона евро, то есть на 700 миллиардов больше, чем в текущем периоде. Этот рекордный шаг в истории – это сигнал, что Европа готова выйти на новый уровень масштабных проектов. Как рассказывают инсайдеры, этот рост продиктован двумя главными вызовами. Это безопасность Европейского Союза и, внимание, защита климата. Часть денег планируют направить на оборону, то есть усиление защиты границ Европейского Союза, кибербезопасность и искусственный интеллект. И, внимание, интересно то, что около 35% бюджета уже отведено на климат и биоразнообразие. Это серьезный фокус на зеленый переход. Чтобы финансировать это, Европа не только увеличила взносы стран-участниц, кстати, включая и Германию, но и ведет новый сбор для крупных компаний с годовым оборотом свыше 50 миллионов евро, а также от непереработанной электронной техники. Однако против этого уже выступили фермеры и регионы. Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот бюджет для новой эпохи, но окончательное решение еще далеко. Предстоят жесткие переговоры с Европарламентом и всеми 27 странами. Вопрос остается сегодня открытым, готова ли Европа действительно платить за новые реформы большие деньги, включая зеленый переход, или снова эти планы останутся только на словах. И что касается новой тарифной политики между странами. Бундесбанк выражает обеспокоенность. Новые 30% пошлины Соединенных Штатов Америки угрожают немецкой экономике, предупреждает президент института. По данным отчета, если пошлины вступят в силу с 1 августа, для Германии это окажет значительное давление на экономику. Весной экономическая активность уже сбавила свои обороты, и во втором квартале рост ВВП, скорее всего, остановился. Все это совпадает с тревожными прогнозами о возможной паузе в экономическом восстановлении. Уже третий год подряд без уверенного роста. Адаптационные эффекты, такие как ускоренные поставки перед введением пошлин, уже исчерпали себя, однако не все разделяют пессимизм. Макроэкономисты считают, что падение роста будет чувствительным, но не разрушительным. Во время кризиса весной многие компании даже ускорили экспорт, но теперь рынок успокоился. Я вам для справки скажу, что объем экспорта в Соединенные Штаты Америки составляет около 10% от немецкого объема. И именно он сейчас подвергается удару. Бундесбанк подчеркивает, для стабилизации ситуации необходима быстрая договоренность между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, но не любой ценой. Эксперты считают, без скоординированного ответа Соединенным Штатам Америки экономическое давление может усилиться, и вопрос не только в ставках, вопрос в доверии. Но не все так тревожно, как вы могли подумать на первый взгляд. Германия выходит на передний план в мировой гонке за производство полупроводников и делает это уверенно, но при этом прагматично. Федеральное правительство представило новую высокотехнологичную стратегию. Минимально 3 новых чип-завода появятся в стране в ближайшие месяцы.
Цель – это привлечь ведущие мировые компании, усилить местное производство энергоэффективных чипов искусственного интеллекта и стать лидером Европы в этом сегменте. Первым этапом станет строительство в Дрездене. Проект уже стартовал весной, планируется запуск в 2026-2027 годах. В рамках чиповой повестки также разрабатываются суперкомпьютеры для автоиндустрии и мощную инфраструктуру для аккумуляторов и возобновляемой энергии. Кроме того, ожидается объявление о третьем производственном хабе. Конкретные детали пока держатся в секрете, но правительство обязывает компании совмещать гражданские и оборонные разработки. Это важно. Германия пытается сократить технологическую зависимость от Азии и Соединенных Штатов Америки, активируя механизм диверсификации цепочек поставок и развития своей стратегической самостоятельности. И здесь, внимание, ключевой фактор успеха – это, конечно же, финансы. Только вдумайтесь, Берлин обещает покрыть половину затрат минимум в 10 миллиардов евро для каждого завода, а частные инвестиции обеспечат остальное. Компании вроде TSMC, Intel, Bosch уже в списке потенциальных участников. Это значит потенциальное создание нескольких тысяч высокопроизводительных рабочих мест, укрепление индустриальной базы и снижение рисков перебоев в поставках высокотехнологичных компонентов. Цель – это поставить Европу и Германию в ряд лидеров мировой микроэлектроники, внимание, до 2030 года. Но есть риск, та же бюрократия и медлительные согласования могут затормозить реализацию. Пока это масштабная перспектива, но успех зависит от решительности и скорости, с которой проекты превратятся в реальные фабрики. А теперь, если кажется, что в Германии все спокойно и под контролем, вот свежая история, которая может удивить. В федеральной земле Баден-Вюртемберг обнаружена серьезная IT-ошибка. Около 1440 педагогических ставок числились занятыми, хотя почти 20 лет они оказывались пустыми. Как признали в Министерстве образования, все началось в 2005 году во времена перехода на новую систему учета кадров. И с тех пор данные буквально накапливались. Система просто считала, что ставки заняты, хотя учителя не были назначены. Эта ошибка привела к тому, что бюджет формально расходовал средства на зарплаты несуществующего персонала. Около 110-120 миллионов евро ежегодно. Правда, деньги на самом деле не выплачивались, просто средства не были перераспределены на реальные нужды школ. Но факт остается фактом. Более 1000 ставок простаивали, а школы терпели дефицит педагогов. Министерство обещает оперативно заполнить эти вакансии, усилят начальные школы, профессиональное обучение, центры для детей с особыми потребностями. Создана специальная рабочая группа вместе с контрольными органами для выявления и устранения причин ошибок. Реакция со стороны педагогов уже последовала. Они в шоке от того, что десятилетия терпели недобор кадров. Представители профсоюзов подчеркивают, ежедневно терялось около 35 тысяч учебных часов. Власти уверяют, что бюджет не пострадал, но это серьезный сбой в системе. Урок прост. Без прозрачности и контроля в неработающей системе цифры превращаются в бесполезную нагрузку для образования Германии. А теперь о насущных проблемах. Серия новостных заголовков вновь привлекла внимание. Все больше жилья в Германии строят из фабричных блоков. И это не подумайте, что это временный тренд. Нет. По данным федерального министерства, в прошлом году, вдумайтесь, уже 11,5% всех новых квартир, а это каждый десяток, были собраны на заводе и доставлены в готовом виде. Из популярных проектов это фабрика Саксонии-Анхальт, где целые панельные стены выходят с конвейера быстрее, чем вы успеваете сказать модульное строительство. Ассоциация жилищного строительства прогнозирует, что в 2025 году модульный подход может занять до 25% рынка, если будут сняты ограничения. Нештатные участники рынка жалуются. Главная преграда – это нехватка земли и бюрократия при тендерах. Особенно это касается муниципальных заказов, где процедура затягивается месяцами. В ответ власти предлагают бюрократический ускоритель, упрощенные торги, цифровизация, одна заявка, все ведомства. Только в этом случае модульный строй действительно сможет помочь решить проблему дефицита жилья. Но пока цены и сроки растут, а стройки топчутся в ожидании. И если система не сдвинется с места, то миллионы людей останутся без доступной крыши, несмотря на хайп вокруг заводских стен. А дальше на фоне последних новостей не могу не сказать о заработках США на странах Европы. После очередного анонса Трампа о масштабных поставках американских вооружений для европейских союзников, Париж выступил с жесткой позицией. Согласно данным политика, правительство Франции предпочитает закупать оружие у европейских производителей.
Акцент на собственную оборону. Университетские источники в Париже подчеркивают, приоритет отдается именно этому, а не покупкам в Соединенных Штатах Америки. Представитель в Елисейском дворце заявил, что Франция отдает максимальное предпочтение европейским решениям, даже если официально эту информацию пока не подтверждают. Однако официальный Брюссель и Берлин сталкиваются с логистическими ограничениями. Соединенные Штаты Америки остаются лидером по ряду критически важных систем, включая дальнобойные ракеты и средства ПРО. В результате возникает дилемма. С одной стороны, стратегическое стремление Евросоюза к автономии, с другой, Франция без Соединенных Штатов обойтись не сможет. Вывод. Европа снова стоит перед выбором: вложиться в собственную индустрию или сохранить партнерство с американским военно-промышленным сектором. Если вам понравился рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.